Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Любовь. И сегодня я хочу показать, как я делала кокошник на куколку в наряде в народном стиле с элементами лоскутного шитья. Ну, мастер-классом назвать это, наверное, слишком громко. Просто я покажу свое видение, как это я сделала. Вот, для начала я вырезаю из бумаги вот такой шаблончик. Просто на глазок вырезала такую форму, как я представляю в своей голове кокошник. Можно поэкспериментировать. Ну, я как вырезала и примеряюсь и смотрю, где прибавить, где убавить, может быть, где-то слишком много урезать надо. Ну, в общем, корректирую уже форму. Вот так вот, примеряясь на куклу. Ну, меня все устраивает здесь. Теперь у меня вот такие вот две картоночки. Картон очень прочный, тверденький, и мне из него по шаблону нужно будет вырезать две детали. Две детали для чего я буду делать? Чтобы потом, обтянув их с одной стороны тканью, я их буду между собой склеивать, чтобы и с задней стороны было красиво, так же как и с передней. Вот, так что обвожу и вырезаю вот таким образом. Так, вот первую детальку я вырезала. Еще раз примерюсь, смотрю. Все подходит, меня все устраивает. Все получилось по головке, как я и хотела. Вот так. Теперь я беру шаблончик. Он мне уже не нужен. И хочу вырезать из него серединку. Для этого я вот здесь отрежу лишнее. И с другой стороны отрежу лишнее. И у меня получится вот такая вот полосочка-дуга. Вот, видите? Вот так в серединке я планирую по этой бумажке нашить лоскутки уголками. Как я это буду нашивать на саму бумажку, я уже показывала в предыдущих своих видео, поэтому повторяться не буду. Вот видите, как вот на этой короне то же самое и здесь я буду пришивать. Поэтому одно и то же показывать не буду. Кто не видел, можете посмотреть в предыдущих сериях. Ссылки я оставлю в описании. Либо же просто можете зайти вкладку «Открыть видео» и пролистать. Вот так я начертила уголки, линии, и по этим линиям я буду пристрачивать кусочки. Ну, тоже возьму ленты атласные, уж не буду отходить. Так, вот я все, видите, сделала, закрепила по краям строчкой. Вот здесь можно, если хотите, и расшить еще, ну это уже как по вашему желанию. Так, на этой детальке бумагу я отрывать не буду. Здесь она мне наоборот нужна. Вот на этой короне я говорила, что я сделала ошибку, что оставила бумажку, и она мне сыграла плохую службу. Вот здесь, конечно, на такой короне она полностью из ткани, нужно изнутри бумагу убрать, чтобы она не мешалась. А здесь я оставлю, потому что я буду все равно вот так приклеивать. И мне даже лучше приклеивать на эту бумагу, чем на ткань. Ну, можно и убрать, кто не захочет, но я считаю, что зачем делать лишние движения, это ни к чему. Так, теперь, значит, это пока отложу в сторону, лоскутный кусочек, и вот так вот вырежу сейчас красной ткани отрезочек, который мне нужен. Я вот так очерчу свой кокошник по периметру и сделаю припуск.
Вырежу эту заготовочку и буду обтягивать свою детальку. Так, и в серединке. Вот таким образом, видите, вот такой припуск у меня получился. И вот так я буду заворачивать и приклеивать на картон. Так, ну, мне нужно, наверное, сразу вырезать еще одну деталь, потому что шаблончик свой я уже порезала. Поэтому сразу сейчас вырежу вторую часть кокошника. И буду обтягивать тканью первую. Вот, готово. Так, вот так накладываю на ткань картон. Клей у меня, я вот забываю все время сказать, и всегда мне в комментариях спрашивают. У меня обычный мастер-клей из фикс прайса за 50 рублей. Ну, для кого-то это вонючий, для меня нет. Я, ну, не знаю, как-то к этому запаху привыкшая, я на него вообще не реагирую. Вот, поэтому мне он очень нравится. И схватывается сразу. Удобно им работать. Если руки пачкаешь, его хорошо с рук снимать. Скатал вот так вот в катушку и все, и выбросил. Поэтому люблю этот клей, им пользуюсь. Вот так вот делаю надрезики. И заворачиваю. Все приклеивается. Здесь у меня трикотаж такой не толстый, ну и не совсем тонкий, но и не толстый, такая средняя толщина. Мягенькая ткань сама по себе, она очень хорошо ложится, поэтому особо мне тут и вырезать как бы нечего. Я вот так вот натекла и все завернула и приклеила. Где-то утолщение вот на уголках, чтобы не получались утолщения, я срезаю там квадратики как раз. Все промазала, заклеила. И можно сказать, заготовочка уже наполовину у меня готова. Сейчас подредактирую, где там мне толсто получилось. Беру лишнее. Так, и вот эту часть. Все это довольно-таки быстро. Все хорошо приклеивается. Замечательно, чистенько получается. Кстати, кокошник, я тут читала недавно, кокошник, пишут, произошел от древнеславянского кокош, что означает курица, отличительной чертой которой был гребень. Такие вот интересные факты. Так, вот одну, значит, я обтянула деталь, видите? И теперь приклеиваю вот эту запчасть из лоскутов. Также промазываю клеем. Вот так. И приклеиваю. Вот я, кстати, упустила этот момент, когда делала вот эту лоскутную детальку. Желательно снизу где-то на сантиметр удлинить, чтобы ее можно было завернуть внутрь. И также, когда тесьму я буду приклеивать. А я что-то как-то об этом не подумала. Мне потом пришлось этот нижний срез закрывать уже, думать чем. Ну, не страшно.
принципе, иногда из-за таких вот ошибок, косяков, бывает рождаются шедевры, потому что приходится искать вариант, как это исправить, и приходят иногда очень интересные мысли в голову. Поэтому я как-то к этому отношусь спокойно, если где-то что-то не так сделала. Вот смотрите, какая красота получается. Единственное, вот да, эти срезы, ну ничего, я придумаю, как это обыграть. Ну, кто не хочет ничего придумывать, то лучше сделать эту деталь средненькую, лоскутную подлиннее и завернуть края внутрь. Так вот, сейчас я приподниму камеру. Вот, смотрите, все мне нравится, все подходит. Можно было, конечно, поменьше ее сделать, но мне хотелось покрупнее, чтобы было лучше видно в камеру сам процесс. Вот. Ну, потом на выходе, в общем-то, получилось очень все гармонично. Так, это пока отставим. Сейчас подожду, когда у меня слегка все это подсохнет. Так, теперь не знаю, как эта часть кокошника называется, начельник, налобник, как это правильно сказать, не знаю. Вот эту часть я буду сейчас делать. Вот я опять взяла трикотажик. Сейчас отмерю по контуру. Ну, это приблизительно как наметка, чтобы видно было, сколько мне прибавлять, и полукругом вырежу. Но можно и не вырезать, можно использовать вот этот квадратный кусочек, как он и есть, а лишнее просто потом срезать. Но я решила сразу. Вот, и смотрите, сейчас я примерку сделаю. Вот таким образом я планирую сделать. Вот так. Ну, я думаю, что все должно получиться. Вот. Чуть подтяну. Мне нравится. И сзади потом вот так вот тоже на клей все это приклеится. Вот тут. И потом закроется задняя часть вон той второй, обтянутой картоночкой. И с обоих сторон будет красиво. Так. Как я первый вариант на первой кукле делала, вы знаете, я уже не помню, если честно, поэтому в этот раз у меня, можно сказать, опять идет импровизация. Я эту куклу, которая в кокошнике, я ее давно делала, уже несколько лет прошло, но все забывается. Вот. Так, здесь, значит, я промазываю по кругу клеем. Так, еще. Теперь беру вот эту часть. Вот так прикладываю на голову. И теперь вот эту детальку вот так вот раз и прижимаю. И сзади пальчиками ткань прижимаю на клей, чтобы она у меня сразу схватилась на том месте, где она должна быть. Вот. Подержу немножечко. Ой, свалилась. Но ничего страшного, потому что у меня здесь уже, видите, первый слой этой детальки, он у меня очень даже хорошо прилепился. Вот.
А вторую сторону сейчас я быстренько тоже приклею. Сейчас вот здесь вот добавлю немножечко. Подкорректирую. Вот. И теперь приклею вторую часть. Она же двойная у меня, чтобы низ вот этого начельника, налобника, чтобы не обрабатывать ничего, чтобы вот этот сгиб тут как раз был снизу. Поэтому я ее сделала двойную. Если какая-то ткань не сыпучая, можно и в один слой. Или вы, допустим, край, низ решите расшить там бусинками, можно в один слой. Тут уже у кого как фантазия. Ну, вот так это будет выглядеть. Так. Теперь вот я показываю, я закрыла вот такой бахромушкой. Видите, я ее просто уменьшила в размере, срезала с двух сторон лишнее и приклеила на вот эти вот открытые срезы вот здесь. Ну и тем самым и корону приукрасила, и дефект, свой косячок спрятала. Вот. Так. Теперь ленточку. Но я тут говорю же, импровизация у меня все по ходу. Я тут что-то сначала начала ее по кругу лепить, думаю, чтобы она не вылезла потом, чтобы получше все это держалось. Но в итоге решила, что можно было просто разрезать ее на две части и приклеить вот здесь с внутренней стороны по нижним линиям горизонтально, чтобы длинные концы как раз смотрели в середину. Вот. Но сначала здесь вот я приклеила таким образом, а потом, когда стала примерять, немножко уголки согнула как раз к середине. Ну, сейчас я покажу. Так. Вот я стала прикладывать вот так, примеряться. И поняла, что ленточка должна не отсюда выходить. Поэтому вот так я, смотрите, вот так загнула вот здесь и заклеила ее вот в таком направлении. А по идее можно было просто разрезать эту ленту на две половинки и приклеить вот так от края бока короны этой кокошника и сюда вот к середине длинным концом. И получилось бы то же самое. Вот. Чтобы ленточки вот отсюда выходили. И вот так это будет завязываться потом. Так. Ну, лента у меня теперь в таком виде остается. Вот. Теперь надо обтянуть вот эту деталь. Все то же самое, что и с первой частью. Также я вот все это обклеила. И теперь вот так вот сейчас налажу друг на дружку. Все это безобразие внутри спрячется. И приклею. И после того, как я приклеила, я еще продублирую, соединю шовчики мононитью с иголкой и заодно пришью бусики. И будет имитация, как будто это у меня расшито все жемчугом.
Я здесь украшение сделала минимальное. Ну, у кого есть желание, можете побольше расшивки сделать. Так, у меня завалялся вот такой вот кусочек шерсти для валяния, которая уже вся свалялась. Я решила снять платок, сделать косу кукле. Вот видите, я просто пришила сверху. Сейчас я эту косу заплету. Потом все это подправлю по голове. Так, закреплю сейчас ниточкой. Вот. По голове вот так подправлю. Но так как у меня это временное, я еще не знаю, в каком виде я в итоге оставлю куклу. Это же я воспользовалась предыдущей куколкой, чтобы на нее кокошник сделать. Новую не стала делать, поэтому я не знаю, в каком образе я ее оставлю. Волосы у меня пока временные, поэтому я ничего приклеивать, там пришивать не стала, только сверху прихватила. Вот. И теперь вот таким образом я одеваю кокошник. Можно вот так снизу завязать. Вот. Снизу завязать и потом еще сверху на косе. И завязываем бант. Все расправляем, выправляем. Делаем красивенько. Завязываем бантик. И у нас, в общем-то, все готово. Вот так это выглядит. Саму вот эту налобную часть можно тоже расшить, как имитация сеточки сделать. Стеклярусом очень хорошо получается. Ну, уже кому как нравится. Ну, вот такая вот у меня получилась сегодня куколка. Вот, смотрите. В общем, тоже получилось очень гармонично, на мой взгляд. А понравилось ли вам? Напишите в комментариях свое мнение. Вот обратите внимание, я первым вариантом я вот так одела корон, а вторым вариантом можно вот так сверху завязать. Вот, видите, как это выглядит? В принципе, и первый, и второй вариант, я считаю, нормально смотрится и так, и так. Вот. А на сегодня у меня для вас все, дорогие мои зрители. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Комментарии помогают развиваться моему каналу. Я вам буду очень за это благодарна. А я с вами прощаюсь. До встречи в следующем видео. Всем желаю всего хорошего. Всем пока-пока.